Всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я хочу показать вам всю мою коллекцию синдапсусов, филодендронов и эпипремнумов, присутствующих в моем доме. У меня их достаточно много, не могу сказать, что коллекция какая-то супер огромная и супер редкие экземпляры, но растения достаточно красивые, мной любимые. Всем, кому интересно, присоединяйтесь и начнем наш обзор. Первое растение, которое я вам покажу, это вот такой Epipremnum Marble Queen. Очень красивое растение. Посмотрите, какой он огромный. Высоту эта вся конструкция, композиция достигает более 1 метра. Поэтому приходится его показывать немного на расстоянии и частями, потому что иначе буду я его показывать прямо-таки издалека. Посмотрите, вот такие у него красивые листья, такая красивая вариегатность присутствует. Причем я его поставил немного, знаете, подальше от солнца. И когда он стоял на солнце, вариегатность была вот такая. Сейчас молодые побеги, вот эти все листья, это все уже выросло, немного отдалив его от солнца. То есть мне об этом писала одна моя зрительница, что подальше от солнца не так, что прям в тень поставить, но подальше от солнца этот эпипремнум конкретно начинает проявлять свою вариегатность намного ярче. Посмотрите, какая красота. Какие красивейшие цвета и оттенки. Вот такой вот эпипремнум Marble Queen. Смотрите, какой красавец. Крупным планом сейчас я вам еще покажу. Вот такой вот величавый красавчик. Следующее растение это вот такой филодендрон бразильский, тоже плетущаяся форма. Также он посажен у меня на такой конструкции, да, из кокосовых столбиков, которые я делал сам, эти лестницы из этих кокосовых столбиков. Вот такой вот тоже гигантский, абсолютно гигантский представитель данного растения. Этот наоборот, да, если Marble Queen в тенечке стал лучше проявлять свою вариегатность, то этот наоборот на солнце. Посмотрите, какие у него стали выходить вариегатные листья, да, очень-очень такие светлые, очень яркие. Посмотрите. И опять-таки при росте вверх растение начинает увеличивать размер листа. Такой вот красавец, да, смотрите, и он пышный с обеих сторон. Они все, в принципе, пышные с обеих сторон. Но вот этот филодендрон бразильский, это, конечно, вообще красота. Посмотрите, какая листва. Какая эстетика, да? Каждый лист выглядит по-разному. То есть на одном вариегатность более светлая, да, салатная. Другая абсолютно желтая. Очень-очень интересное растение. И это я вам его сейчас показываю с другой стороны. То есть я перевернул горшок, вы можете видеть, какой он пышный и какой он огромный со всех сторон. То есть тут листвы немерено. Вот тут тоже листья такие выходят необычные. Вот прям какой-то розовый даже оттенок на них присутствует. Возможно, это от того, что очень много солнца, да, оно получает, но смотрится все равно красиво. Вот такой вот необычный филодендрон бразильский. На самом деле обычный, но насколько он пушистый у меня. Следующее растение это вот такой Scindapsus exotica, тоже присутствующий в моей коллекции. Это материнское растение, как вы можете видеть. Огромное уже, очень крупный экземпляр. Очень крупный экземпляр, очень крупные листья у него. Посмотрите, какие у него красивые листья, интересные такой формы, да, и цвета необычного. Отдает он таким серебром, блеск металлический, очень красивый у этих листьев. И вот также у меня здесь посажено его детское растение, детка от него, от этого синдапсуса. Вы можете видеть, уже она проклюнулась, был отрезан буквально один побег, поделенный на сегменты. И вот эти сегменты уже начали просыпаться, то есть будет еще одно такое красивое и необычное растение. Да, посмотрите, какие листья. Я поражаюсь, на самом деле. Это один из моих самых любимых синдапсусов. Он достаточно крепкий, хорошо растет. Постараюсь вам показать еще его немного подальше, да, чтобы было видно все растение. Как я уже сказал, не очень хорошо они попадают в кадр из-за того, что они очень крупные. Посмотрите, какой красавчик.
взрослое растение и детское растение, из которого тоже в будущем вырастет вот такая красота. Следующее растение в моей коллекции это вот такой филодендрон Imperial Red. Тоже очень крупный, очень красивый экземпляр. Реально он огромен. Ходит моя кошка, гуляет здесь, занимается своими делами. Вот такой вот тоже крупный. Они у меня все расставлены в квартире по разным комнатам, конечно же. Я их просто сюда всех сношу, чтобы вам показать их поближе. Вот такие потрясающие красивые листья. Вы можете видеть размер листа, да, по сравнению с моей рукой. Вот такие у него выходят листья. И вот у него выходят еще новые, именно такого красного цвета, да, краснеющие. Постепенно листья начинают темнеть. Но вот такой вот экземпляр. Здесь посажено сразу 3 растения, 2 крупных, то есть 2 точки роста. Вы можете видеть, и одно совсем небольшое посажено в центре. Оно не сильно развивается, которое маленькое, но вот эти 2 крупных, они, конечно, дают немного веселья. Каждый раз смотрю и постоянно вижу, какие-то появляются новые листья у этого растения. Очень-очень красивый экземпляр и тоже достаточно неприхотливый. Видео об уходе за синдапсусами, эпипремнумами и филодендроном есть на моем канале. Всем, кому интересно, можете найти в плейлисте. Следующее растение, которое я вам покажу, это вот такой филодендрон. Его называют кханаду, канаду или ксанаду. По-разному его называют. Вот такой красавец. Снял я его вместе со всеми моими растениями, но, к сожалению, почему-то вот на этом филодендроне камера решила сыграть со мной злую шутку. Очень сильно дрожал экран, поэтому пришлось перезаписать часть с этим филодендроном. Как вы можете видеть, покупал я его не в самом хорошем состоянии. Он был, так сказать, с хорошей ценой, да, поэтому я его взял. Но есть листики поврежденные, которые постепенно, я думаю, может быть, через полгода я подобрезаю, потому что молодые листья идут очень красивые, очень здоровые. Вся вот молодая поросль, вы можете ее видеть в абсолютно идеальном состоянии. Поэтому, я думаю, примерно через полгода, может чуть больше, эти листья постепенно я буду убирать, чтобы добиться большей эстетики данного растения. У него постоянно появляются новые листочки, вы можете видеть. Очень красивые эти корни такие, да, как у ароидных растений зачастую бывают, очень крупные корни, очень красивое растение само по себе. Мне он очень и очень нравится, данный филодендрон ксанаду, кханаду, либо канаду. Вот такой вот красавец, друзья. Следующее растение, которое я вам покажу, друзья, это вот такой вот эпипремнум неон. Как вы можете видеть, у меня их присутствует 3 в коллекции. Все вот этот неончик и вот маленький были отсажены от материнского растения, которое подверглось в свое время нападению мучнистого червеца. Пришлось его достаточно хорошо обрезать. Конечно, осталось много черенков. Смотрите, какой красивый лист, да, то есть разнообразие цвета зашкаливает. Некоторые листья очень-очень интересные. В целом листья выходят такого желто-салатно-неонного цвета, поэтому называется неон, да. Вот это детское растение, это одно из последних, которое я посадил. Вы можете видеть уже очень много точек роста, очень быстро растущий эпипремнум, достаточно легкий в уходе, да, вот если червецу он не попадается на зубок, так сказать, то очень вообще легкий. Вот такой еще есть, это тоже детка, посажен примерно 1,5 года назад. Мы, кстати, не так давно с вами его пересаживали. Этот неон, чувствует он себя прекрасно, как вы можете видеть в своем новом горшке, растет хорошо. Вот такие вот эпипремнумы неоны, присутствующие в моей коллекции. Тоже очень красивое растение. Надеюсь, в будущем материнское растение вот так оно постепенно заплетет всю эту лестницу и будет смотреться красиво. Одно висит в подвесном кашпо, другое просто стоит на полке. Вот такой вот эпипремнум неон. Следующее растение в моей небольшой коллекции это вот такой эпипремнум Enjoy. Вы можете видеть, у меня их 2. Большое растение, это материнское растение. Вы можете видеть, какого оно размера. Вот так вот оно растет.
Да, постепенно обрастает, становится все гуще и все красивее. Очень пышная листва, очень опять-таки красивый рисунок. Каждый листочек индивидуален, имеет свой патрон, так сказать, свой шаблон роста, свои оттенки. Красота просто нереальная. Очень интересно, он растет такой слегка кудрявый. Видите, он все-таки стремится расти вверх, поэтому побеги начинают загинаться и начинают расти в противоположном направлении, то есть начинают расти вверх. И также у меня есть детское растение, которое было посажено из черенков от материнского. Вот такой вот тоже небольшой экземпляр, который тоже неплохо подрос. Это не самый быстрорастущий эпипремнум, друзья, он относительно новый, его вывели голландцы. По-моему, в 70-х годах это было, то есть в свое время он был достаточно экзотичным и за ним гонялись. Сейчас, конечно, он в продаже присутствует достаточно обильно, но все же это растение, я считаю, является очень и очень красивым и декоративным. Вот такой вот эпипремнум Enjoy. Следующее растение это Scindapsus pictus. Вот такой экземпляр, достаточно крупный тоже. В свое время это растение достигало больше 4 метров в длину. Мне пришлось его обрезать в связи с тем, что я его раскрутил. Да, он у меня был очень плотно закручен, этот кустик, кто видел это видео. И пришлось мне его обрезать. Обрезка ему не пошла, раскрутка ему, простите, не пошла на пользу. Поэтому я его обрезал, но он уже так хорошо зарос. Это очень быстро растущее растение. Думаю, в будущем я ему специально поставил очень высокую лестницу. В будущем он ее активно заплетет. Не хочу пускать его в виде лианы. В плане ампельного роста я хочу, чтобы он рос вверх. Потому что, как вы можете видеть, при росте вверх листья становятся очень крупными. То есть растение становится все крупнее и крупнее. И я думаю, это будет красиво смотреться в будущем. Вот такой вот пиктус. И также есть у меня несколько черенков, посаженные от него, оставшиеся после обрезки. Посадил я их в небольшой горшочек, такой подвесной. Этот я оставлю в виде ампельного растения на данный момент. Пусть себе растет, развивается. Вот такой вот пиктус. Да, Scindapsus pictus. Относительно неприхотливое растение, но опять-таки тоже со своими, так сказать, заморочками. Как и любое растение, к нему нужно находить свой подход. Вот такой вот представитель тоже моей коллекции. Следующие растения в моей коллекции это вот такие два эпипремнума. Эпипремнум золотистый и эпипремнум Джей. По-моему, называется Джей или Джейд. Два таких растения. Да, разница у них небольшая, на самом деле они практически одинаковые, но эпипремнум Джей, который абсолютно зеленый, у него листья не имеют никаких вкраплений, никакого цвета дополнительного, это просто абсолютно темно-зеленые листья. Может, видите, у него здесь есть и желтеющий листик. Я не стал специально все как-то подготавливать, обрезать все специально, все какие-то некрасивые части. Да, потому что, ну, как есть, так есть. У меня так же, как и у всех, листья иногда желтеют, иногда опадают, растения болеют, да, это вполне нормально. Такое случается. А вот у эпипремнума золотистого, конечно, вы можете видеть на листьях вариегатность присутствует, да. Такой, он у меня стоит не в самом светлом месте. Места, к сожалению, для него другого нет, поэтому вариегатность не сильно ярко представлена. Вот такая вариегатность. Если его держать в более светлом месте, вариегатность может стать намного более интересной. Ну вот такие два растения, я показываю я их вместе, потому что они фактически как два брата-акробата. Тоже я их пустил обоих на вертикальной этой лестнице. Постепенно, я думаю, может быть через год это будут очень крупные растения, но пока они достаточно молоды, так сказать, неопытны и продолжают свой жизненный путь. Такие эпипремнумы. Следующее растение, которое я вам покажу, это вот такой вот Philodendron Heartleaf. Я даже не стал пытаться его убирать отсюда, да, нести в ту комнату, где я снимал все остальные растения, потому что это практически миссия невыполнима. Посмотрите, какой он крупный. Нереально крупный образец. Посмотрите, материнское растение очень-очень большой. На нем как-то был трипс у меня, вы знаете, я благо его очень быстро обнаружил и вывел, поэтому растение
Сохранила свою эстетику. Конечно, на крупных растениях очень сложно бороться с вредителями. И вот еще у меня есть его детка. Тоже посаженная она в соседнем горшке. Из черенков, опять-таки, из обычных череночков получилась вот такая симпатичная, интересная, красивая детка данного филодендрона Heartleaf. Тоже у него крупные листья интересного такого формата, да, темно-зеленые абсолютно, лаконичные, блестящие. Очень-очень красивое растение, очень его люблю, этот филодендрон. И последнее растение, которое я вам сегодня покажу, так сказать, папина гордость. Очень люблю данный филодендрон Imperial Green. Красивейшее растение с зелеными листьями, они выходят светло-зелеными, как вы можете видеть. Постепенно становятся очень-очень темными. Очень красивое растение. Тоже я его покупал вместе с филодендроном Ксанаду. Тоже многие листики у него были, как вы можете видеть, изначально повреждены. Но вот огромное количество, вот эта вся верхушка, это все листья, которые вышли уже у меня здесь в квартире. Как вы можете видеть, снова есть точки роста. Растение растет не прекращая. Тоже здесь 3 растения. Там вы можете видеть в глубине маленький филодендрончик. Этот сидит детка такой. И 2 основных куста. Все 3 растут очень даже хорошо. Посмотрите, какого он размера. Он просто огромен. Он занимает огромное пространство. В будущем, по всей видимости, ему придется подставлять вот эти кокосовые столбики, либо сделанные из мха, ну, скорее всего, будут кокосовые, да, чтобы давать ему опору, потому что это растение очень крупное, очень крепкое, и растет оно вверх, поэтому потребуется опора. Вот такой вот потрясающий филодендрон, друзья. Все, на этом видео моей скромной коллекции данных ароидных растений, синдапсусов, эпипремнумов и филодендронов заканчивается. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, и мы увидимся в будущих обзорах на моем канале. С вами был Николай, до новых встреч, пока-пока.